все было нормально. Сейчас все хорошо. Пережили. Для вашего сеанса вся Вселенная уже приготовилась. Да, да. Хотя, вы знаете, были интересные такие моменты. Ну, я в ходе расскажу по ходу, Окей. при подготовке. Мгм. Э, Можно начинать, да? Да, пожалуйста. Да. Цели сеанса. Расторгнуть все договоры и контракты на страдания и жертвы, заключенные и подписанные мной с антимиром и во всех моих воплощениях, и обнулить их. Отключить все чужеродные программы, которые блокируют и мешают проведению моей свободы воли. Убрать и обнулить все возможные подключки, импланты. Плохо вижу вообще. Подселение, чипы. Хочу запретить причинять мне зло, разрушать мои тонкие физические тела, забирать мою энергию и здоровье, отказаться от всех моих взаимодействий с магией, гипнозом, колдовством и эзотерикой во всех моих пространствах, мирностях и воплощениях. Вернуть все частицы моей души и весь мой творческий потенциал, всю мою светлую энергию, данную мне Первотворцом в соответствии с моей ДНК, и вернуть все чужеродное их владельцам. Отказаться от всех эгрегоров, которым я позволила все это забирать, включая религиозный эгрегор. Восстановить связь с первоисточником и своим высшим Я. Ну, аспекты у меня немножко здесь. Я сокращу. Э, Я родилась с врожденным сильным косоглазием, очень сложным. Но операцию мне сделали аж в 14 лет. Так получилось. Еле нашли врача, было и все вот это детство мое до 14 лет я подвергалась постоянным дразнилкам со стороны сверстников, там типа четырехглазая, косоглазая. Ну, это только, наверное, закалило мой характер. Я давала отпор. Операция была проведена не совсем удачно. Косоглазие не было исправлено до конца. Все годы учебы в университете и работы учителем я приспосабливалась, общаясь с людьми и детьми, я не смотрела им в глаза, чтобы не было заметно моих недостатков. И это было тоже очень сложно, так как работа моя была достаточно публичная. Хочу вернуться в предыдущее воплощение, выяснить причину своего рождения с такой патологией глаза и в последующем ухудшении зрения, которые привели меня к моральным страданиям на протяжении многих лет, и убрать и обнулить их. Да, еще и странное такое у меня мое имя Антонина. Мне казалось, и сейчас кажется мне чужим именем. Меня сначала назвали Ольгой, а затем через некоторое время по совету священника во время обряда крещения по имени какой-то ближайшей святой меня назвали Антониной. И с тех пор вот у меня сформировалось ощущение чужого имени. Я его до сих пор не могу принять. Хотелось бы отменить программу неприятия своего тела и своего имени, обнулить ее. Немножко в детстве, о детстве чуть-чуть. Мне до сих пор помню часто до самого, ну, не совсем даже в детстве, с самого детства и до юности мне очень часто снился один и тот же сон. Огромный черный кот, величиной с дом, стоял у меня на пути, всегда в одном и том же месте я шла в парке, и он преграждал мне путь, и я очень сильно боялась. И еще помню, даже уже во взрослом состоянии в детстве очень часто во сне летала, руками махала и летала. То есть мне всегда хотелось летать почему-то. Помню, что еще в детстве меня водили в церковь. Сначала бабушка Ира, потом мама Евдокия, и мне всегда хотелось оттуда убежать. Мне было неуютно, тягостно как-то и неудобно. Я
даже уже в взрослом, возрасте я ходила молиться, пыталась, ну, по своим проблемам. Люди говорили, вот как помолишься, будет, легче, как выходишь из церкви, так легко. А мне наоборот, мне там было тягостно. И, после этого я, испытывала, как будто опустошение какое-то. Я потом проводила даже обряд раскрещивания. Ну, не помню, совет какой-то там где-то вычитала. Использовала землю, на которой нужно было становиться босыми ногами, произносить какие-то слова. И эту землю потом выбросить под дерево. Хочу отказаться от религиозного эгрегора и убрать его влияние на меня. Ну и отказаться от этой магии тоже. Хочу навсегда избавиться от чувства враждебности к родной сестре своего мужа, Александра, которую, по иронии судьбы, тоже зовут Антонина. В детстве она получила травму головы в автомобильной аварии. И это повлияло на ее умственные способности и интеллект. С возрастом у нее развилась агрессия к своей матери, к брату, к моему мужу, и потом и ко мне. Она издевалась над своей матерью, ну, в мере, ну, больной человек. Но лечить ее могли лечить с нашими законами. Вот, в общем, в конечном итоге она довела мать до могилы. Муж очень переживал все это. Я пыталась загладить ситуацию добром, но получилось наоборот. Сестра нас все время очень сильно проклинала, меня в том числе. Ходила как к каким-то бабкам с нашими фото. Это я потом уже узнала. Хочу выяснить причину такого агрессивного ее поведения и избавиться от чувства ненависти и осуждения к ней. У меня прямо вот при одном ее воспоминании, ее образе, у меня начинает меня все трясти. Я не знаю, какое-то оно такое сильное влияние, хотя это больной человек. Я понимаю это. Я хочу убрать это чувство ненависти, осуждения к ней. Хочу убрать и обнулить программу отчуждения и неприятия со своим сыном Артемом. В детстве за непослушание, ну, я была учительницей, мне стыдно было, чтобы мой ребенок там баловался, вот как, что люди скажут. В общем, наказывала, била по попе, за это очень сильно раскаиваюсь. После его женитьбы мы с мужем, моя дочь Татьяна, меньшая, не смогли найти общий язык с невесткой, и после очередной ссоры сын и невестка перестали с нами общаться. Однажды, находясь очень сильно обиженной, эмоциональном таком я состоянии была, я в больнице была, после операции они не пришли меня проведать даже. Я произнесла слова проклятия в адрес своей невестки Елены. Наедине, конечно, сама с собой. Потом я пожалела очень сильно об этом, пыталась совершать обряд отказа от своего проклятия. Отношения немножечко сгладились, но холодность осталась. Помню, даже произносила заклинание на то ли убывающую, то ли восходящую луну, на улучшение отношений с невесткой Еленой. На протяжении почти 10 лет наши отношения остаются очень холодными. Я все эти годы пыталась изменить ситуацию. Даже ходила несколько раз к женщине-ведунье Наталье, но муж Александр не желает идти на примирение, и сын тоже. Они почти совсем не общаются, а теперь мы еще и лишились возможности приезжать друг к другу. Они остались жить в Донецке, то есть ДНР, а мы в Украине. Между нами непреодолимые всего-навсего 40 километров. Заложницей всей этой ситуации стала моя дочь Татьяна. Она однажды защитила меня от нападок моей невестки, которая, ну, очень нагло со мной разговаривала. Вот. И они теперь не разговаривают даже с ней, не общаются, и она очень сильно от этого страдает. Единственный брат. Очень раскаиваюсь в том, что создала условия для проведения программы отчуждения. Мне кажется, это я создала такие условия вражды, непонимания между нами. Хочу отказаться от них и обнулить. После всех этих моих событий у меня начались проблемы со здоровьем, очень сильные. Ну, хочу сказать,
Началось это после того, когда умерла мать, и я, мать моего мужа, свекровь. И пришли мы, в общем, я помогала ее одевать, и после всего этого я села поговорить с сестрой этого своего мужа. И вот когда я с ней разговаривала, я почувствовала очень сильно плохо себя, очень удушье у меня началось, вызывали скорую. Вот, потом мы ушли домой, и дома вызывали скорую. В итоге я оказалась в больнице, и хоронили свекровь без меня. Вот, прямо вот я разговаривала с ней, и мне стало плохо. После этого у меня, потом начались еще проблемы дальше. Эм, инфаркт у меня, потом аутоиммунное заболевание началось. Вот, мой иммунитет против меня начал работать. Потом еще, ухаживая за инсультным отцом, я, получила грыжу позвоночника, я его поднимала, носила купать в грудном отделе, у меня начались сильные боли в груди. Причем самое странное, они всегда возникают у меня ночью, в состоянии глубокого сна. Днем я существую нормально, никаких проблем нету. Прошла все диагностики, все в норме, все удивляются, вы не наша, но все-таки не наша пациентка. Вот, но все-таки после следующего очередного моего приступа, в общем, сделали вывод, что мне нужно вставить стенд в сердечный сосуд. Вставили стенд, но ничего не прекратилось, ничего не улучшилось. Приступы продолжаются и по сей день, хотя вот я готовилась к сеансу, я все время дышу каждый день, и не просто дышу, в общем, готовлюсь, хорошо себя готовлю. У меня даже немножечко прекратились они, даже ночью. Но вот буквально в среду, когда у нас должен был быть сеанс, э, я спала нормально, я не помню ни сна, ничего, но я очень сильно крикнула. Во сне также перепугала мужа. Крикнула на всю глотку во сне, но не проснулась. Что это со мной было, я не знаю. А потом еще вот эти вот, нам помешали эти все выключения света. Ну, я не думаю, что это из-за меня. В общем, боли периодически уходят, но опять, возвращаются. И не помогает ни капельницы, вообще ничего не помогает, ни врачи ничем не могут помочь. Поэтому я думаю, может быть, где-то я когда-то подписала контракт на жертвенность, на болезни, на страдания, и хочу отказаться от них и обнулить. И, ну, почти последнее. На фоне всех этих событий в моей семье ухудшились взаимоотношения с мужем Александром. Он полностью закрылся в себе, усугубились его болезни. Во время службы в армии он случайно попал под грузовик, ему задним колесом переехало обе ноги, потом костыли, заново учился ходить, затем 22 года тяжелейшей работы в шахте, получил несколько тяжелых травм позвоночника, вышел на пенсию, начались проблемы с мочевыводящей системой. В общем, когда сестра нас проклинала, вслед нам кричала, она говорила: "Я тебе поотрываю все, что у тебя там есть". Ну, вот эти слова я запомнила на мужа. Хочу вернуть ему его здоровье, веру в себя. И если причиной его болезни, какая-то чужеродная программа стала, хочу ее отменить, обнулить и вернуть ее владельцам. Что К касается мании, сожалению, Антонина, это так не мгм, работает. не В конце работает. вашего сеанса вы можете передать ему информацию. Но это он должен заказать сеанс, это он должен написать аспекты, это он должен прорабатывать это, осознавать на Всё физике. поняла. Мгм. Понимаете, это так не работает. Если бы это можно было бы, мы бы уже весь мир, весь поспасали. То есть хочешь, не хочешь, за шкирку сюда, а ну давай, быстренько просветляйся, давай быстренько осознавайся, ничего бы, ну это так не работает. Чтобы, Я если бы поняла. это возможно Мгм. было, кто-то бы эту зверскую войну не предотвратил, если бы это так работало. Но это так, к сожалению, не работает. Каждый может отвечать только сам за себя, каждый творец только в его пространстве. Все.
Я Если поняла. кто-то не хочет, это его желание. Почему мы решили, что если он чего-то не хочет, так это плохо для него? Значит, это для него хорошо. Каждый человек, что бы он ни делал, он делает с мыслью, что это принесет когда-то ему счастье. Путин убивает тысячи людей, оставляет без света, убивает людей, детей, ведет войны на протяжении 30 лет. Почему? Ну, потому что он думает, что он будет счастлив, когда все завоюет. То есть Что это знает, его что у него дело. в голове. Понимаете, да, это его Я дело. А поняла. наше дело не То есть, принимать то, что нам не нужно. Потому что он, например, находится на уровне развития, скажем так, какого-то людоеда, который с дубинкой бегает. Ну, у них там в армии, у Вагнера тоже это дубинка, любимый метод. Они додумались даже в Евросоюз прислать дубинку. я То есть, ну, читала. это, да, ну, это что такое? Ну, это, понимаю, уровень сознания э, э, этого общества, целого какого-то общества, да, я не говорю о всех людях, но эти, которые это поддерживают. А если кто-то, для них это Сумасшествие нормально, какое-то. ну, это с Сумасшествие. нашей точки зрения сумасшествие, потому что тот, который находится, например, на первом этаже, а кто-то на 10, то тот, кто на первом, даже не может осознавать, что происходит на втором этаже. То есть его сознания не хватает попросту. Поняла, да. И на его уровне у него есть своя какая-то парадигма мира, парадигма добра и зла и так далее. То есть то, что для адекватного, высокоразвитого человека является, например, нормой, то для них это, ну, истина. Для вот этих звероподобных людей, для них это ничего. Человеческая жизнь – это тоже для них ничего. Понимаете, то есть коны жизни, для них это глупость. Вопрос. А почему мы должны опускаться своим сознанием до их примитивного сознания? Мы просто должны свою территорию таким образом выстроить, э, свое пространство, чтобы им не осталось места. И это пройдет много времени. И им места не останется в цивилизации человеческой. Их нужно выдавить. А как? Убивая, мы сами себя убиваем, потому что запускаем коны кармы. Любовь. То есть чем больше людей, которые гармонизируются, которые поймут, что только любовь и уважение к конам Творца может спасти мир. Еще ни одна война ни к чему хорошему не привела. Вот. Ну И да. поэтому удивляться нечего. Каждый находится на своем уровне развития, понимания и так далее. Это его дело, это его, как он реагирует, что он делает. Наше дело не подчиняться этим программам негативным. Да, Самому не опускаться до того уровня. да, все понятно. Что касается магии, гипноза, колдовства, эзотерики, я проводила ритуал снятия порчи, от сестры мужа Антонины. Ну, я на нее все думаю, путем нагревания соли и наговариваю на нее магических слов. Провела ритуал раскрещивания и на убывающую луну, и, для примирения с невесткой. От этого отказываюсь и раскаиваюсь. Просмотрела видеоролики с сеансами гипноза для избавления от болезней. Смотрела 2 раза сеансы Кашпировского. Отказываюсь от их влияния и обнуляю, з запрещаю воздействовать на меня. Смотрела видеоролики Андрея Дуйко. Читала, проговаривала его мантры, слушала его шумы от болезней сердца, позвоночника, от войны. Рисовала и носила с собой его цифровые коды. Отказываюсь от их влияния на меня и обнуляю. Так, вижу, она идет. Выглядит, как будто она такая большая-большая, как женщина, и держит на руке вот так. Ну, иногда так Матери Божью рисуют, да? Держит что-то типа ребенка, но
Вижу, что это что-то искусственное. Считывается искусственный интеллект. Рассматриваю как будто бы какой-то кружок такой. О, дуйко, так и звучит это. Дуйко. Серая, как будто цинковая такая штуковина. Мгм. Вот. А она вся как будто покрыта, считывается плева. Вот как Так. ребенок рождается в такой пленочке, вот она вся в такой белой пленке. Слизь такая. А, Мгм. И такое я вижу первый раз. Энергосфера вообще нет ее. То есть Мгм. есть вот эта пленка покрывает ее контур, вот так как голова, как физическое тело. М. Мгм. И тянется от этой пленки, как будто бы вот так вытащена. Это знаешь, как, сейчас я поняла, как вакуумом вытащена энергия, выкачивается в сектор интерферентов, Мгм. и оно вот так как-то, там такой объект, типа как желудок вот так вот, и соединяется с сектором магии. И когда я вот так провела глазами, посмотрела, то в секторе магии, и там прозвучало вот так косоглазие. И я увидела такой глаз вот так. Мгм. Так. Что-то еще, Виктория, озвучишь? Ну, Или думаю, хорошо? хватит, да. Мгм. Хорошо. Все эти ситуации отодвинь. И вот это ее имя Антонина вот так звучит, так навязчиво из сектора магии. Мгм. Так Хорошо. прям тяжело. Отодвинь эти ситуации, Виктория. Мгм. Считай эфирная ДНК Антонина Налета. Это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. О, а это что такое? Кто-то кривляется в ее рту, в ее где рот, нос, глаза. Там как будто такое существо сидит. Сущность сидит и кривляется. Бля-бля-бля-бля-бля. Спроси, Мгм. дядя. Тянется в сектор магии. Считывается, ну, по-украински слышу, проклен. Да, какой-то эгрегор. Программа какая-то. Мгм. Дух, вот это, да. Сейчас я еще раз спрашиваю. Передаю Мгм. ей, показываю ее аспект и говорю, что Антонина хочет а, освобождения. Мгм. И вдруг она смотрит на этого ребенка, которого держит, и отдает его в сектор интерферентов. И Мгм. так громко вот так пошло. Разрешаю. Хорошо. Я ей Так. передаю, чтобы она поднималась, наполнялась Хорошо. энергией счастья, гармонии, Мгм. что ее освобождение пришло. Так, и чтобы она поднялась Поднимаемся. выше. Она Мгм. поднимается Поднимаемся выше, выше. Мгм. и вижу, как эта энергия вот к ней возвращается, и такая уже стала более кругленькая, но не сильно. Мгм. Хорошо. Так, с какой ситуации, Виктория, нам лучше начать? Ну, она держит буквально как будто бы в руках вот Ребенка. этих интерферентов. Это как такая, знаешь, как, ну, М, как пуповина, как будто бы у нее м, пуповина с ее энергосферы. Но сейчас она уже, вот эта белая пленка мгм. ушла, вот так светится, но подключка у нее вот так. Сейчас я посмотрю, куда. Вот Какая-то она так касса. движется. Она М, движется, эта подключка, она ко всем. Вижу, идет как к третьей чакре, потом вниз. И куда я не смотрю, эта подключка есть везде. Ну хорошо, давай начнем сначала. Да. Так, ты сказала, что есть сектор магии, связанный с согласием. Кто находится в секторе магии, приказываю проявиться согласно физической ДНК.
Ну, смотри, давай, может, пойдем по тому, куда мое внимание, куда она показывает. Вот первые, вот Куда? к сектору интерферентов. То есть, когда впервые, то есть пригласить, кто это, Интерферент. что это, да. Мгм. Так, кто находится в интерферентах? Как- какие приказываю всем интерферентам в пространстве Антонины проявить согласно их эфирных ДНК и встать по старшинству. Это приказ. Так, прилетел какой-то искусственный крылья, как такие вертолеты какие-то. Выглядит как какой-то комар с таким искусственным носом. Весь как собранный, ну, как болты, шурупы, вот такое все собрано, и такой какой-то сущность. Я ему приказала проявиться в согласии его эфирным ДНК, и получились такие, как слюни. Такое все. Мгм. Так, закроем его стекло. Приказываю этому интерференту отвечать, кто он такой. Я вижу, что он как щупальца такая протянулась в это пространство, а там есть его. Он говорит. Что-то он сказал. Еще раз задай вопрос. Приказываю ему повторить, кто он такой, приказываю ему отвечать. Ничего, куда-то пропало все. Так, приказываю вот этому существу с щупальцами, ему я приказываю проявить согласно его эфирным ДНК и отвечать, кто он такой. Второй раз прозвучало как почему-то говорит, что он бегемот, и безобразное существо, а, безобразное почему-то вещество разума. Мгм. Каприз. А, Так. Какой это Это Виктория? как Второй раз? энергия. Подожди, это как Мгм. энергия. А кому она принадлежит? Приказываю хозяину этой энергии проявить соответствие его эфирным ДНК. О, э, появляется тот, который Сатанаил, и он вот так делает. У него это подключка, у него к пиндеру, и он вот так чирик-чирик, то закрывает, то открывает это место, вот так вот. И я вижу, Мгм. что это вот кишка, скажем так, оно как, ну, буквально как кишка, вот так выглядит. Тянется именно у него к этому пиндеру. А когда Антонина вышла с этого мешка, скажем так, да, который ее Мгм. обволакивал, то получается такая картина. Вот этот мешок вот так пустой, почти пустой, а внутри такая слизь. Такой вот, ну, как мешок брошенный, да, Мгм. тучка такая. А это тянется все к нему, к его пиндеру, и это тоже у него как какое-то образование такое, ну, скажем, искусственное. А он весь черный. Да, падший ангел. Так, приказываем этому падшему ангелу отвечать, что он делает в пространстве Антонины. Я вижу ту ситуацию, когда ее крестили. Слышу вот это навязчивое имя Антонина и вижу, ей на голову одевают такой черный мешок. Почему я говорю мешок? Как венок такой черный, как будто бы такие кристаллы, которые буквально впиваются в энергосферу. Мгм. И считывается почему-то, что капризная мать. Вот эти, вот это, капризная мать. Мгм. Так, значит, вот это Священник такой Мгм. черный, жуткий.
Ам, Мгм. Да, Так. считывается посвящение дьяволу. Мгм. А, Подписывает ли Антонина контракт с этим Сатанаилом в этот момент крещения? На что она Я вижу, согласилась? как этот ребеночек вот так в пеленках там смотрит на это, и видит, она маленькая, и видит эти энергии. И она видит, как это черный обруч в виде короны надвигается на нее. И ей так страшно, и она вся скукожилась. И я вижу, как и эта программа, этот глаз косой, просто в Мгм. нее так входит, все, вот так через седьмую чакру, вот так вот все она скукоживается, и ее буквально вот выдавливают оттуда, и она попадает сразу как, вот и слышу, на пиндер. То, что я Мгм. сказала, оно выглядит, знаешь, извиняюсь за выражение, как презерватив. Мгм. То есть как будто бы ее энергию вот так пробили, и там, где это пробоина, этому на пиндер одели. Мгм. То Так, есть понятно. получилось не, ну, понимаешь, смысл какой меня удивил, что не он как бы напал, а как она сама оделась на это, то Один. есть сама, Ее да, энергии. Мгм. да, да. Так. На что вот этот в секторе магии кто находится, Виктория, по отношению к этому ритуалу посвящения? Оно считывается капризная мать и Мгм. этот священник. Так. Мгм. Так, этой маме приказываю отвечать, проявиться ей я приказываю и отвечать, что она делает в пространстве Антонины. Она и говорит, посвящаю дьяволу, и вот так берет этого ребенка, и вот так через плечо перебрасывает в тот портал, который стоит М. вот этот священник, он буквально как дьявол стоит. Так, хорошо. Вот этому священнику приказываю проявиться согласно его физической ДНК и отвечать ему, кто он такой. Он говорит, что он слуга Вельзевула, и показывает вот так назад, и там такой красный, как, ну, как какой-то дьявол, красное Мгм. существо. Так, понятно. Приказываю священнику отвечать, что он делает в пространстве Антонины. Он говорит, разделываю. И я вижу, что в эфирном плане это выглядит так, как будто вот он взял и вот в области печени, Мгм. вот как будто, ну как хирург, только хирург аккуратно это делает операцию, а этот как будто бы вот так своими черными лапами внутрь и что-то вытащил. Так, А, что? Он вот так как-то через печень, через родовые пути называется это. Вот так как-то и вытаскивает, и я слышу, сердце вытащил. Оно Мгм. выглядит как будто бы живое сердце. Внутри такой, как сияющий. а, Там внутри сердца вот Мгм. сияет что-то. А, Оно не сияет, а знаешь, как правильно сказать? Там как вот так вращение такое, вращается. Ага. Считывается код жизни. И когда он это сделал, это вот в секторе принятия решений, то дьявол вот так вот хап, как будто бы словил в его пространстве. Мгм. А, Так, ты сказала, в секторе принятия решения. А что это за принятие решения там? И я слышу, она вот так как засовывалась, как будто бы в пеленке сжималась и говорит, я спрячусь. Мгм. Так, понятно. Говорит вот так, я спрячусь на короткое время. Мгм. И
вот так вот, какой-то, как жемчужинка. У нее вот так, как будто бы рука ее вот так тянется к этой жемчужинке, и это как какое-то отображение зеркальное. И там эту ее вот такую движущуюся энергию, код жизни звучит, Мгм. забирает, то есть ее код жизни забирает этот дьявол, Мгм. а в эфирном пространстве, как дубликат ее решения, берет такая огромная фигура. Это она, это ее божественный высший аспект души. Мгм. Слышу для запоминания. Вот. А что это значит для запоминания? Но там идут часы, я вижу циферблат. Мгм. Идет отсчет времен. Времен идет отсчет. Я по-украински Ну слышу. ладно. Мгм. Хотя раньше всегда я по-русски слышала. Слышу для відліку часів, пір і років. Руки. Ну, года, Мгм. ну, эпохи и Ну времена. ладно. Ну, что-то Так. такое. Мгм. Ну ладно, не будем вдаваться пока в это. Так, что получила Антонина взамен вот этого кода жизни? Я вижу, что она вот с таким каким-то смотрит на эту мать, с таким каким-то буквально как будто бы выдавливает и сама из себя. Она ищет защиту, вот эта жалость, она ищет, ну, как бы разжалобить эти черные энергии, чтобы они ее не уничтожили. То есть она готова подчиниться и подстроиться. Я слышу, Мгм. что взлом матрицы души. Мгм. Так, на что согласилась Антонина в этом посвящении дьяволу? Какие условия? Но она говорит спрятаться. Мгм. Так, хорошо. Антонина сейчас хочет отказаться от этого посвящения, отменить ее желание э, совершать это крещение. То есть она зайдет сегодняшним сознанием на тот момент и изменит эту ситуацию так сейчас, как она сейчас считает нужным, чтобы быть свободным. Я вижу, она эту корону передает. Я ей говорю, что она может приказать, пусть этот слуга дьявола, этот священник так называемый, забирает все эти энергии, воздействия себе. Она отменяет это решение. И вижу, как она буквально вылазит из этой, как она вот так спряталась, а теперь вот, Мгм. ну, как будто она вот в пеленках, и вот этот именно пеленки, вот это она как бы выросла, да, а вот это, что я видела, что как окутывает ее эта пленка такая, это вот пеленки эти, она вот выходит с этих и буквально вот так разрывает, Мгм. вырастает вверх, и происходят какие-то непонятные сейчас ассоциации. Ай. Я извиняюсь, конечно, но должна сказать, что я вижу. Я вижу, что когда она вернула всю свою эту энергию вот так, то здесь считывается вот такой фаллический символ у нее. Мгм. Сейчас я ее спрошу, что это и кому это принадлежит. И я смотрю, что она говорит, это моя сила, и вижу, как этот шар ее энергетический, а вот где правая нога, там точно такой, как ободочек, как на шарике надувном, знаешь? Мгм. На правой ноге ободочек.
Да. Ага. И там открытый черный портал. Я ей передаю, чтобы она во время крещения отдала этому священнику все чипы, импланты, и это косоглазие, и это все, оно буквально с нее как будто вырвалось. Мгм. Вот, и чтобы она вернула свою частицу жизни, код жизни. Мгм. И сейчас я вижу, что там еще это, вероятно, какой-то предыдущий контракт. Там просто зияет черная дыра возле правой ноги. Мгм. Открытый портал. Так, давай посмотрим, Виктория, когда этот портал был открыт, что это было за событие, что происходило. Вижу такую картину, что сидят такие, ну, я бы вот так сказала, как античные какие-то фигуры, боги, и один кто-то такую, как, как греческая вот такая, дает ей такой шарик черный в рот. Это как бог такой. Тоже он Мгм. такой, а, тоже с крыльями. Мгм. А, И одежда у них такие короткие какие-то вот эти есть одежки, поясочки, белая с золотым. И они там так хорошо себе веселятся, короче. Мгм. И вот этот кто-то, какой-то ангел. О, а он считывается Люцифер. Мгм. Так, а где в этом событии Антонина? Она вот эта девушка, которая принимает, а тот чем-то ее как будто бы кормит, какой-то черная Мгм. штучка, как шарик такой черный. И Так, он что это? почему-то считывается легион. Он выглядит как этот какой-то, м, вот, может, это как римский какой-то этот, Легионер? короткая А что это? одежда. Но я слышу легион. Он имеет отношение, а, это тот же священник, который ее посвящал. На физическом уровне? Так, а вот этот ангел Ну, это Люцифер? воплощение ее сегодня Мгм. и этого священника, который ее крестил, посвящал в этот Ага. дьявольский храм. А этот легион считывается. Он также считывается храм бога Зевса. Мгм. Вот там как будто в секторе магии находится такой э, э, колонны такие большие, огромный такой, как почему-то идет зал. Но это да, Мгм. это в зале происходит. И колонн много очень. М. Так, значит, шарик черный. Давай посмотрим, что за черный шарик дал Антонине. М. Я вижу, что в эфирном плане это выглядит как какая-то черная колючка, которая уколола ей нижнюю губу, Мгм. как будто бы проткнула. И да, этот цветок, это роза. Вот он как-то ей этим букетом, то есть Мгм. они как бы играют, и она укололась с этим колючка. И выпадает такая капля крови. И сразу в эфирном плане она вот так распадается. И образуется такое, как зеркало, и такие, как сеточка, светящиеся, там вот эти шарики крутятся, и такая сеточка красная. И вот это хвать, вот этот Зевс, Мгм. вот так эту каплю крови. Так. И вижу, как этот дьявол там
Сатанаил считывается, приделывает это к его, к хозяйству его. Вот там, где этот ободочек был. Мгм. Он положил туда, знаешь, как просто как будто этих несколько капелек. Вот там пошел Мгм. кружочек такой, как приготовление. Ага. Так, а что это означает? Означает соединение власти духа тьмы и власти духа света. Мгм. Какой-то генетический союз произошел. Так. Я вижу, что в эфирном плане происходит, вот где сектор подписания контрактов, в Мгм. эфирном плане это вот так выглядит, что она приходит, вот она пришла и буквально на стол принесла, а ее эта губа нижняя вот так распухла и стала такая большая-большая, такая пухлая. И она вот так ее принесла и вот так пум, положила на стол. Мгм. Так. Зачем она принесла этот? Так, а что же это означает Мгм. такое? Я вижу, что оно считывается как подчинение духу, власти духу тьмы. Мгм. Духа тьмы. Так, что это за контракт, который она там подписала? Виктория, давай посмотрим. Я вижу, что это идет. Они такие легкие все. Возможно, люди были в других телах, даже какие-то другие тела. Я вижу, это выглядит как берег моря, и они как будто бы подлетели вверх, так, как птички себе подлетели, и так в пространстве. Это свадьба, она женится с этим человеком, с этим парнем, который считывается, вот энергии в нем эти черные, как храм Зевс. Мгм. Так, кто этот человек? Приказы ему отвечать, кто он такой. В эфирном плане он выглядит, как будто он вот так наизнанку вывернутый, и весь там такие, как металлические штуковины, гайки, всякое такое, инструменты, как будто. И это считывается как храм души, храм, как Храм. Что это за такой за храм? наполнение. М. Храм духа, домик, да? А, тело это, ну, это тоже такое, как храм. Тело это храм души, да, храм Мгм. духа. И я вижу, что это тело, которое уже как бы было все подчинено тем программам, то есть оно уже имело искажение. Мгм. Так, Мгм. он считывается как клон и несуществующая душа. Несуществующий. А, да, клон, несуществующая душа. То есть, другими словами, человек с виду как человек, а внутри души вообще нет. Как искусственный интеллект. Нет, как люди, которые потеряли свою духовную сущность. Ну, человек, который Мгм. отказывается жить по конам человеческой души, он теряет свою душу и превращается как в искусственный интеллект, потому что он подчиняется тем программам, которые в нем доминируют, а свою божественную душу как бы Мгм. забирают те, кто создал эти программы. А по конам Вселенной то, что чем не пользуется
человек, значит, оно ему не нужно. То есть оно атрофируется за ненадобностью. Если человек не тренирует свою душу, сердце, любовь, то эти мышцы гармонии, образно говоря, истощаются и за ненадобностью выбрасываются. Все по воле человека дано. И этот вот клон, он клон, потому что он полностью подчинен программам Зевса. Вот, программам Зевса. Его Ага. тело, его разум– это храм вот этих идеологий, пропаганды Зевса, культа Зевса. Так, программа Зевса. А кто такой сам Зевс? Приказывает этому Зевсу проявиться в эфирном пространстве согласно его эфирной ДНК. Считывается несуществующая душа в секторе магии, очень низко появляется такое, вот так вот мельтешит искусственный интеллект, считывается не имеющий познания, подтверждения, несуществующая реальность. То есть это Тоже ложь. виртуальная. Да, это виртуальная, ну, виртуальная, смотри, виртуальность, виртуальный мир бывает реальный и фиктивный. Реальный мир– это тот, реальный мир Создана какими-то виртуальный, энергиями. он А сотворенный, эффективный. он рожденный в Мгм. душе Творца. То есть это сначала желание, проект, а потом уже Мгм. акт творения и вот творение, само творение. То есть и получается, что проявленное желание, проявленное на физическом плане. Вот как буквально я сейчас увидела, как вот сотворился человек. Так, это потом мы. Так, а вот эти программы Зевса, что это за программы? А, это не это. Не надо, Виктория, смотрите, это программы находятся в этом клоне. Давай посмотрим вот этот контракт, когда Антонина приняла эту колючку. Какой контракт она подписала и с кем? А она говорит принять семя дьявола. Мгм. И я вижу, что в тот момент это выглядит как, ну, конечно, человек не видит никакие чакры, но естественно, что это внутреннее устройство души. И вижу, как по всему этому столбу энергетическому прошлись такие подключки к каждому энергетическому центру. Мгм. Так, и что с этими центрами произошло? О, я ее имя услышала. Ее зовут Ребекка. Это так ее звали в том воплощении, да? Да, да. Понятно. Так, что же произошло с этими чакрами, Виктория, когда она приняла это семя дьявола? Я вижу, что в каждый энергетический центр попали такие вот эти красные энергии, на которые вот этот показывал, говорил Вельзевул, дух Вельзевула, то есть, скажем так, матрица сознания дьявола. Угу. Матрица. Так. Буквально это я вижу как паразитическая система, которая вот так отсасывает энергию. Угу. И слышу доминанта, да. Ага. Так, значит, кто, значит, приказывает всем сторонам этого контракта проявиться согласно их эфирных ДНК и стать по старшинству. Так, проявился спрут огромных размеров. Мгм. Он считывается, этот спрут, у него вот эта голова, как желудок, то есть захват. И все переработать, переделать. Мгм. И с этими черными щупальцами.
Потом выходит этот Сатанаил, прячет свою руками вот так. Фалос прячет. Да, Так. вот он выходит. Потом выходит какое-то черное, как серые, только черный, Мгм. как смола черный, какой-то странный, тоненькие ножки. И он раз перепрыгнул в сектор магии, и Ага. как в колыбельку, шух, считывается, это дух, это энергия, это программа, это дух колдовства. Мгм. Колдовство. Так. А в секторе магии это значит, что на физике он проявляется через кого-то? Да, Мгм. я слышу дуйко, и сразу пошла ниточка к этому такому, как будто бы ребенок, но голова такая, как собранная из таких каких-то символов, какие-то треугольники, вот это все как считывается как цинк. Какое-то оно все такое жуткое. Мгм. Так, ладно. Давай, Виктория, посмотрим на условия контракта, о чем она договорилась, какие условия. Я слышу, она говорит, вот буквально достает вот так ну как женщина, ребенка и говорит, родила монстра. И вижу, как она вот так достает этого ребенка рукой правой и ложит его в сектор миссии, в сектор будущего. Что это за монстр, интересно? Так, приказываю этому монстру проявить согласно его эфирным ДНК. И я вижу, что это такой ребеночек, с хвостом. Мгм. Длинный позвоночник, голова вся такая серая, по позвоночнику идет такой хвост и закручивается вот там в эту, там такая в секторе интерферентов находится вот как копия этой штуки, которую она вот держит в руках. Искусственный интеллект, вот это Да, 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 да. И говорил. оно вот так. м, Мгм. Я слышу храм души, то есть она создала тело, новое тело, которое подчинено проникновению вот этих чужеродных энергий. Да, я вот вижу, как энергосистема, а, и эта черная энергия подходит и буквально как такими щупальцами туда, 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 всюду проникает. Это как клеточка организма. Любая клетка организма имеет свой внутренний иммунитет и защиту, и не пропускает иммунитет клетки чужеродные какие-то вещества. И чтобы взломать этот механизм, вот это как раз и есть взлом механизма. То есть на клеточном уровне человек потерял совершенство, и это физический план, который отображает, что произошло и в духовном плане, потому что наше физическое строение отображает строение духовное, эфирное. Мгм. Так, Уязвимость, да, я слышу, уязвимость. уязвимость, да. Мгм. Так, значит, она родила этого монстра, то есть этот храм для души с уязвимостями. На что Да. она еще согласилась? А еще я вижу, что у нее появляется во рту вот этот черный, как сущность какая-то, которая вот так, как будто бы хвост изо рта, а там где-то в носу, где эта лимбическая система, там вот это хозяйничает, и вот так через глаза смотрит. Мгм. Так, что это за сущность? Приказывает этой сущности проявиться согласно ее А я эфирным ДНК. слышу магия слов. Ну, другими словами, проклятие. Да, Это как программа, да? да, это как программа вовлечения человека в эти эгрегоры. Я вижу, что Антонина находится сама у себя в секторе магии, как заложница у этих черных программ.
И таким М. образом вижу, что она там как, знаешь, как эта пчелка, которая носит неправильный мед, как феечка, Мгм. служит этим врагам своим, этим программам, которые откачивают энергию. Мгм. Так, вот эту программу получила. Так, а что Антонина отдала? Вот я слышу, интересно, Ольга, а, то есть я вижу, это считывается как естественный настрой, естественная настройка. Мгм. То есть как в этом воплощении она дала себя вот так, это как продолжение. И здесь я вижу, как она смотрит на эту, вот он как бы, ну, по-українськи залицявся, это как, ну, он вот так к ней, и вот с цветочками вот так, с этими М. розами, которые ее укололи. И я вижу, что она сейчас смотрит. Мгм. А, Потому что в том мире, где было еще очень много совершенства, такого вообще не должно было произойти. То есть он ее поранил, он нарушил Мгм. целостность. Это точно так же, как бывает, парень девушку обижает или наоборот, девушка парня обижает, буквально его этими колючками колет, а он дальше с ней продолжает продолжает отношения, то есть подчиняется Мгм. этой агрессии скрытой. Вот и оно так получилось. Я вижу, вот снова она в этом секторе. Я вижу, она его бьет, выхватывает, то есть не она выхватывает, а как будто бы этот куст, ну, букет его этими колючками. Мгм. И она хвать в секторе принятия решений, подписания контрактов, выхватывает такой вот этот сияющий шар, она расторгает контракт. Я вижу, как восполняется ее энергетическая сфера вот в районе сердца, и она вот так поворачивается, и там такой, как пробитой в сердце. Я ей М. показываю, чтобы она приказывала всем интерферентам убирать все их воздействия. Я вижу, Мгм. как она этого ребенка, этого монстра тоже выхватывает с этого будущего и его вот так разделяет. И с этого ребенка тоже выхватывается вот такой шар сияющий, и вместе с ней соединяется. Вот Мгм. откуда вышел, вот туда заходит, только уже сияющий, без этой синергии, без этого взаимодействия с этими его черными энергиями. А он рыдает в секторе магии. И Дуйко появился, ходит там. От него к этой штуке, которая вот здесь, на уровне сердца, вот тут, Мгм. такой как провод серый. И я передаю, что Антонина пусть приказывает ему убирать все его воздействия, и пусть она отказывается применять его магию, Мгм. ее пространство. Он вытягивает, это все раскручивается. Так, вот это здесь появляется такая черная энергия во рту. Я Мгм. передаю Антонине, чтобы она вернула свое божественное имя, которое она принесла с собой, Ольга, и приказывала этому, а, всем этим колдунам убирать Мгм. их воздействие. Я вижу, она снимает этот черный, считывается купол. Рынок. Мгм. Этот все поднимается вверх, летит и Так. трубит. У нее труба вот так, Мгм. как ангел поднимается и летит, и трубит, громко-громко трубит. Мгм. Она, знаешь, что Хорошо. трубит? Она кричит, она трубит так: "Мир, мир, мир!" Вот так везде. Мгм. Хорошо. Так, пусть она все чужеродное отправляет на аннигиляцию, призывает все ее частички души, потенциал, энергию и отдает карму всем насильникам, лжецам.
вижу, как с нее как будто бы она как будто была такая вся камень такой. И вижу, как эти камни с нее отваливаются, и ее энергосфера начинает искриться. Мгм. Да, хорошо. Пусть она поднимается выше. Да. Так, все ее решения, когда она решила смотреть в это дойко, пусть она отменит, зайдет в каждый тот момент, откажется от этого. Читать его мантры, слушать его шамы, пусть от всего этого она отказывается, приказывает ему полностью все воздействия убрать его же руками и отказывается от всех этих соприкосновений. Ну, сейчас она этим вообще не занимается. Мгм. Сейчас она вот так повернулась в сектор будущего и как Мгм. такую какую-то темно-серую дверь отодвигает и достает, она достает то, что ее высшее я взяло. Этот, я слышу, идентификатор личности. Мгм. Вот. И буквально она как соединяет этот идентификатор личности с тем, что она забрала, Мгм. с этим божественным кодом. И все, ее энергосфера вот так, Тор включился. Мгм. Так, Э, хорошо. ну, Мгм. с Дуйком она уже разобралась, она уже проработалась, все. Мгм. Я же Хорошо. говорила, ты не слышал, что Да, это как да, ребенок я все слышал. растворилось, все ушло. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации, Да. Виктория. Так. Также Антонина хочет отказывается от ритуала раскрещивания. То есть она идет в тот момент, когда она решила делать этот ритуал и откажется от этого. А я вижу, что она вот так достает Луну и Мгм. просто ее разбивает о землю, бросает, Мгм. как-то вот так растаптывает ее, Хорошо. и все так, и все Мгм. посыпалось в портал. Я ей передаю, чтобы она все почистила, ее пространство, и отказалась, вот делает какой-то ритуал очищения или Мгм. чего-то, что Ритуал снятия порчи. Мгм. да, да, да. Мгм. То есть она тоже откажется от этого. Все чужеродные Да, энергии на аннигиляцию отправляет, восстанавливает ее целостность, все ее потерянные частички души, энергии пусть забирает, очищает и поднимается вверх. она это делает. Я вижу, она лежит в больнице, и вот здесь на столике что-то черное такое. Мгм. Невестка. И я вижу, как она это черное бросает в эту невестку, которая из-за двери там Мгм. выглядывает. Это вот И это раз, и дверь Елена. закрыла. Мгм. Да, я передаю сейчас Антонине, чтобы она эту подключку, она у нее идет вот так к солнечному сплетению. Пусть она эту подключку выталкивает и приказывает этой невестке забирать все ее воздействия, и пусть отсекает, выталкивает из себя, вытискивает все Мгм. чужеродные энергии, все события, что связывали ее с этой. Пусть она ее простит и отправляет в портал. И себя пусть простит за взаимодействие. Мгм. Вот это ушла невестка. Знаешь что? Вот эти гнилые энергии, как вот как слизняк такой был, да? Вот она Да-да. куда ушла, эта Елена. Мгм. Вот, пусть убирается. Мгм. Пусть Ну, очистится от всех этих негативных энергий, все подключки к этой Елене уберет, откажется соприкасаться с ее вот этими энергиями, что-то спорить с да, ней. Мгм. и я ей передаю, чтобы Антонина сейчас наполнялась своим внутренним светом, своей энергией, своей силой.
И вот этот символ, который появился странный, он вот так как рассыпался на каждую клеточку, вот так. И вся Мгм. энергосистема засияла. Хорошо. А оно считывается как символ любви. И я вижу, что этот антимир, он же все значения и символы, так называемые, ну это если примитивно говорить, Мгм. да, он все захватывает, крадет и искажает. Ну да, больше Да. не занимается ничем. Хорошо, пусть Антонина поднимаемся все вместе максимально вверх. Мгм. Так, посмотри сейчас, как выглядит Антонина. Ее энергосфера, Тор включен Мгм. и считывается как гармонизируется, то есть в процессе. Мгм. Запущен вот этот процесс гармонизации, очищения. Она как Да. ангел летает. Мгм. И с трубочкой, с такой вот дудочка такая длинная, тоненькая такая, и дудит. А когда я слушаю что, то вылетает только так: мир, мир, мир. Мгм. Так, хорошо. Антонина хотела посмотреть, есть ли у нее какие-то воздействия от сестры Антонины. Хочет выяснить причину агрессивного поведения. Есть ли какие-то зацепки у Антонины, почему она принимает это агрессивное поведение этой Антонины? Ну, смотри, эта Антонина, М. она вот там выглядит, как будто она вот так там прыгает с левой на правую ногу, и вот так, то есть вот такой балаган, и тянется это вот к сектору принятия решений. Считывается, что она нашу Антонину подавляет, Мгм. удручает. Так, где это был первый случай, когда наша Антонина приняла это решение подавляться? Ну, я вижу вот это крещение. Это М. начало всех проблем, вероятнее всего. Там Мгм. заложен этот механизм воздействия. Хорошо. Пусть Антонина откажется принимать вот эти насилия над ней, откажется встраиваться в эти Подчиняться и программы да, подавления, и да, потому подчиняться. что это, ну, это на уровне сознания нужно Мгм. осознавать и просто выработать обычным способом, наработать вот этот новый навык, не реагировать, реагировать правильно. То есть это на физике все делается. То есть Мгм. вот. Так, ну хорошо. Я передаю, чтобы она эти все подключки выталкивала ко всем людям, очищала Мгм. ее эфирная ДНК и отказывалась подчиняться вот этим агрессивным энергиям. И Мгм. вижу, как с этого шарика, как код жизни, он как будто бы вот как колючки вот так с одной стороны. Я ей передаю, чтобы она очистила и восстановила свои иконы жизни и сравнила с теми божественными иконами, которые есть в высших аспектах ее души, восстановила гармонию и целостность, и настройки ее божественной сущности. И пусть Мгм. распространяет гармонию во все ее физические тела, эфирные, во всех пространствах. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Поднимаемся все вместе еще выше. Да. Посмотри, как сейчас выглядит Антонина. Ее эта сфера восстановилась.
Ну, вот я смотрю, да, у нее Мгм. есть торт, но у нее в сердечной чакре еще остатки этого хвоста сзади. Мгм. Вот. Они так еще тоненько. И я посмотрела, к чему тянется, и там есть вот эта конструкция, считывается дуйко. Какая-то вот эта фигура такая. Мгм. И Так, куда я она? вижу, что это связано с каким-то ритуалом, который она делала. Что-то как будто бы она в песок зарывает или в пыль в такую. Так, что это был за ритуал? Давай посмотрим. Я вижу, что она там как будто в пыли, в такой серой, как пепел. Что-то одновременно вот как поразгребала, и оттуда вышел такой вот этот символ. И она вот так берет его и вот так смотрит на него. А Мгм. оно считывается как свет очей. То есть это она значение придала в тот момент этому символу. А он считывается, знаешь, как ничей, бесхозный, потому что в нем нет энергии жизни. Это все фикция. Мгм. Это из Мертвая реальности, программа. которой нет на самом деле, которая не проявлена я слышу, в пространстве духа. Потому что там, где есть пространство духа, там идет полная полнота проявления духа, и тогда мы можем вот наблюдать это действие или физический план. А это как какой-то нереальный Мгм. астральный мир, которого не существует, который держится только на энергиях человека, который придает ему значение. Мгм. Она его разбивает, она забирает ее энергию и полностью вижу, как вылечивается ее пространство. Мгм. Так, хорошо. Я передаю ей, чтобы она закрывала все порталы, полностью восстановила целостность всех ее энергетических структур, ее физического тела, эфирных ее тел, пространства души и духа, Мгм. и выталкивала все чужеродное. Мгм. Так, хорошо. Антонина пишет, что каждую посреди ночи, где-то между 2 и 3, у нее ноет в груди. И говорит, Ныло было. ныло в груди. Остались ли какие-то причины этого? Ну, это неправильный вопрос, потому что причина была вот то, что было. Было. А Мгм. осталось ли, это вопрос, который сейчас нужно смотреть, осталось ли, а остается оно где? А оно остается в наших привычках, в привычных стереотипных наших каких-то поведенческих привычках. То есть если мы делаем то же самое неправильное, что делали и когда-то, тогда Мгм. оно все возвращается. То есть так вопрос ставить нельзя. А какая была причина? Вот главная причина. Конечно, что человек должен работать на всех уровнях сознания, физического тела и подсознания одновременно. И когда вот эти еще моменты, память же никуда не девается, то есть опыт, память, Мгм. какие-то эти есть, вот, и они, когда хотят уже эти узлы развязаться полностью, осмысление уже приходит, вот тогда они дают о себе знать, стучат. Когда такие моменты происходят с человеком, что-нибудь плохое с ним случается, вот как боли ночью, или человек попадает в тюрьму, или его убивают там, или что-то еще, или он заболевает. Это означает, что уже давным-давно пора остановиться и развязать свои кармические задачи. Вот. То есть все эти такие симптомы, проблемы случаются тогда, когда человек не решает, отказывается решать свои кармические задачи. Потому что карму никто не отменял. Или человек получает по полной программе то, на что заслуживает, или отказывается, отменяет свои решения и начинает новую жизнь с нового листа. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Потому Под- что пространство
где дублировалось, очень много. То есть это есть же выражение «ходить по граблям». Я сейчас могу, вот знаешь, что сделать? Передаю Антонине, чтобы она зашла в цепочку всех тех событий, где она подчинялась этим программам Мгм. этого несовершенного тела, которое именно физическое тело, генетическое, оно хранит в себе эту всю память из прошлых воплощений, даже физическое тело. Потому что душа выстраивает физическое тело по своему образцу. И все, что есть накопленный этот опыт в души, он реализуется, уже проявляется в физическом теле. Поэтому и дети рождаются уже с проблемами и так далее. Чтобы сейчас Антонина почистила все, зашла в каждую цепочку этих всех событий и отменила подчиняться чужеродным программам, наполняла все эти ситуации светом, любовью и гармонией и растворила буквально все чужеродное, что не принадлежит ее кодам божественной души. Мгм. И это происходит на уровне эфирного пространства, это происходит, и она как выходит в другое пространство. Я ей передаю, чтобы она закрывала все порталы, отсекала все Все эти чужеродные энергии, события программы, подключки. и Мгм. в портал на полную утилизацию. Пусть Отлично. уничтожает это творение ее души, а передает Мгм. информацию только о своем алгоритме освобождения. Мгм. Да, пусть она поднимается максимально вверх, Мгм. наполнится энергией жизни, гармонии, любви. А она подошла к какому-то пространству, вот так в секторе будущего, и Мгм. стучит. Так, что это она делает? Куда она? Она говорит, готовлюсь к переходу. Мгм. Говорит, в божественный мир изящных душ. Мгм. Так, это готовится, это должно на физическом уровне произойти, подготовка. Ну нет, какой-то вопрос Неправильный вопрос. Мгм. не точный, да? Ага. Так, что она еще должна сделать, чтобы перейти? И я вижу, она показывает, как у нее на правой ноге, как петля такая черная, которая тянется вот в сектор как духов, эм, ближе к сектору магии. Мгм. Считывается как отстраненность от собственной воли. Мгм. Так, что это за петля? Давай посмотрим то событие, когда эта петля появилась впервые в ее пространстве, что было на физике в этом событии. Я слышу, что это процесс, наработанный процесс, и оно вот так выглядит. Сейчас скажу, как Мгм. такая петля, и вот она такая черная, а там, где ее энергосфера заканчивается, она пропадает, как растворяется. Но оставлен след, то есть как открытый портал. эм, Не то, что открытый портал, а это как... Сейчас я посмотрю. Почему-то оно Посмотрим. идет как суицид. Сейчас я посмотрю. Мгм. М, Это как... Ну да, снова идет как саботаж собственного прогресса. Мгм. Я передаю ей, видит ли она, и пусть она исправит и уберет эти черные энергии, потому что они ей не принадлежат. Пусть убирает, очищает все ее тело.
Мгм. Я вижу, как она вот эту петлю снимает, и эта петля цепляется за большой палец правой ноги. И там такой открытый портал в сектор. Там такая бомбочка тянется и вот колышется вот так. Мгм. Карма. Так, что это за карма? Чья это карма? Приказываю хозяину этой Это кармы ее отправить. карма. Её Она карма. же к ней Мгм. прицеплена. Так, и я сейчас Так. смотрю, что это за эгрегор, что это там, как маятник вот так колышется. Туда-сюда, туда-сюда. Мгм. Я слышу карма безразличия. Карма бездействия. Так Мгм. оказывается, А если что это? человек сам себя блокирует, не работает над собой, а ленится, то он за это тоже карму получает, да. Вот получаю ответы, да. Мгм. Ну, Вот это почему. Это вот карма самоубийцы. О, точно. Видишь, не ц смотри, а жизнь если не мы ценит. Мгм. да, собственная жизнь. Если мы ценим жизнь другого человека, то почему собственную жизнь не ценим? То есть это Мгм. тоже искажение, такого не бывает, да. И я ей передаю, чтобы она я вижу, что вот оно произошло тогда. Вот это связано с черным языком, с проклинаниями, и это связано с ее крещением. Я передаю информацию, что Антонина желает все кармические узлы развязать и эту карму источнику отдать, потому что она решила все изменить, и всех, кто ее к этому подтолкнул, пусть забирает карму. И вот это развязывается, все, и она забирает. И я вижу, как этот палец распухший, вернулся на место. И вот эта губа с этого контракта тоже. Почему губа? Мне, видишь, задала вопрос, сразу Мгм. увидела ответ. Увидела ответ, как рисовать губы. Знаешь, есть такой тест психологический. Женщина, если рисует, делает макияж, и сначала нижнюю губу, Контур. Мгм. не контур, вот помадкой, да, Ну, то это помадой, да? Мгм. сигнализирует о том, что она склонна, что у нее есть программы жертвы, подчинения, и потому что верхняя губа как бы символизирует силу воли над программами, то есть Мгм. силу разума, да. Так, это верхняя губа, а нижняя губа что обозначает? Не сама нижняя губа, а я вижу, что это к чему придать предпочтение, что А, первое в этой ситуации. То есть, если верхнюю губу, не сама губа, а очередность. Ага, понятно. да, да. Мгм. Хорошо. Пусть она, значит, полностью отсоединяется от этого эгрегора маятника. Э, Антонина выбирает жизнь. Пусть она чужеродную карму отдает настоящим Мгм. хозяевам. Как она И сейчас снова выглядит? поет, и снова это я ей передаю, чтобы она передала информацию о её освобождении и освободилась от этой кармы, потому что чувство вины — это манипуляции антимира. Пусть отдает им. Она чистая Мгм. и божественная душа. Мгм. И вижу, вот там, где она стояла возле этой штуки и стучала, она просто как стеклянную эту колбу раз М. и Мгм. отодвинула, вышла. Я Да, передаю, я чтобы она поднималась в Мгм. чистые пространства изящных душ. Аж, Антонина вернулась. да, почему? Что это изящные души? Мгм. А, Знаешь, как говорят, грубый человек. Грубость это характеристика неотесанного, скажем так, примитивного мира, а изящная душа — это понимающая душа, понимающая гармонию, излучающая гармонию и любовь. Она вот Мгм. туда перенеслась, да. Хорошо, Виктория. Так, посмотри.
Как она сейчас выглядит? Сейчас она выглядит хорошо, светится, сияет. Я смотрю, все хорошо. М, Она нас Отлично. благодарит. Вот так. Спроси, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, и я вижу, как она вот так Мгм. снова, вот так как ногой правой, такой шар черный. Что-то, вероятно, ей нужно будет еще проработать. Я ей передаю, что она полностью отсоединялась от всей кармической от всех кармических зависимостей, и пусть начинает свою новую жизнь с нового листа сегодня и сейчас. Мгм. Хорошо. Ну, хорошо, тогда прощаемся с Антониной. Да. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Мгм. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, света. Я не знаю, вы такой клубок размотали, а у меня на правом пальце, правой ноги, на большом пальце, у меня косточка растет. Я об этом не сказала, а Мгм. вы размотали. Ну вот, видите. Я уже думаю, если все говорить, то тут не хватит, Да. всю жизнь пройдено столько. О самом Но это главном. было, да. Спасибо вам огромное, и дай вам Бог здоровья,